Добрый день! Сегодня поговорим, в чем же надо измерять богатство, или можно. И очень классное место, кстати, здесь. Тут, конечно, есть всякие там африканские питоны под водой, там крокодилы, там гиппопотамы, как всегда, слоны, ну и, в принципе, такой всякой дряни. Так что лучше в воду не лезть и сильно руки не высовывать. Ну, обычно крокодилы, говорят, не запрыгивают в лодки. Так вот, вернемся к нашей теме. Посмотрим нормально, адекватно на мир. Там. Компания Amazon имеет капитализацию, в принципе, как Россия. То есть 2 России равно 1 Amazon. То есть измерять все свое богатство в деньгах, как бы глупо. И я придумал новый рейтинг. Можно измерять, конечно, в попугаях, но есть более адекватные методы. Как бы вы ни измеряли свое богатство в деньгах, вы всегда будете лузерами, потому что есть там Безос, потом будет Сорос, потом будет какой-нибудь, не знаю, Баффет и все остальные. И вас никогда не будет в топ-100. Из 99,99999% вас никогда не будет в топах. Просто статистически. Вот. Я предлагаю все-таки богатство. И сначала расскажу, например, про внутренний мир. Помню, в детстве когда-то возвращался с соревнований, и у меня в душе так все пело. Я занял там 1 место в городе или в стране, там, или еще где-то. И прям реально у меня душа поет, потому что я изнутри богат. Мне нравится. Мне не важно, как я одет, мне не важно, сколько денег в кошельке. Мне там, не знаю, 12 или 15 лет, или 18 потом уже тоже. И ничего не имеет значения. Имеет значение только, что я счастлив внутри. Я тогда измерял счастье в достижениях своим в каком-то определенном спорте. Если возьмете любого спортсмена или танцора, он, конечно же, будет измерять, насколько он богат по своим достижениям. Там, крутой бегун там, количеством или качеством марафонов, там, шахматный игрок там, разрядами, мастерами спортов и чем хочешь. И приходим к тому, что кто-то измеряет там, количеством детей, кто-то там, количеством бизнесов, кто-то там, количеством свободного времени. А я все-таки предлагаю сделать самое веселое, это измерять богатство путешествиями. Сколько вы можете путешествовать? Значит, вы должны как-то организовать свою жизнь, как-то чуть-чуть иметь каких-то свободных финансов. И это очень классно, потому что так вы можете соревноваться все. То есть африканец может соревноваться с литовцем, а литовец может соревноваться с россиянином, а россиян с японцем, а япошка с китайцем. И самое интересное, что это полезно. То есть путешествовать тупо полезно для вашего организма, сменять это и развивает мозг, и это для здоровья хорошо, и вы и для вашего бизнеса или работы это тоже, скорее всего, чаще всего полезно. Поэтому я предлагаю богатство измерять в путешествиях. Сколько вы можете путешествовать. Вот. Я считаю это адекватно, правильно. И когда я смотрю на мир, я неправильно, каждый раз оцениваю именно так. А сколько ты путешествуешь. Вот. Вот так вот. Удачки и до следующих видео.